Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог, и сегодня мы с вами будем рассматривать такого героя, как Хекс, который у нас будет стартовать в призывах на этих выходных. Не обращайте внимания на голос, слегка хвораю, но это не мешает мне делать запись. В принципе, Хекс очень даже неплох, но есть пару исключений. Когда этот герой получает эффект карт судьбы, это очень долго. Долгая анимация. Он их подкидывает вверх, он их перебирает, тасует. В общем, в любом случае, это долго, и это не зависит от его скорости. Бонусы у карт тоже есть интересные. То есть наносит урон дополнительный, а вот 500 урона и поджигает тоже очень хорошо. Увеличивает скорость атаки. То есть, очень хорошие бафы на самом деле, но они настолько долгие, что это просто невыносимо. Также этот хит-леджер нашей игры прекрасно наносит увеличенный урон по законтролленным целям из-за своей пассивки. Урон увеличивается на 60% по целям, на которых висит эффект контроля. Вторая его пассивка — это невидимость. Когда у него прилетает урон, но действует она 3 секунды и срабатывает при фулл прокачке раз в 40 секунд. Такое себе. То есть от одной плюхи его спасет, но если что, то он потом ляжет. Ну и, конечно же, ульта. Ульта, блин, у него крутая. Как видите на картиночке, на видео, он начинает там размахивать луком во все стороны. Лук начинает увеличиваться, становится золотым, таким прям все красиво. Он увеличивает свой урон на 140%, увеличивает скорость атаки на 100 и снижает интервал в 2 раза. И как бы все хорошо, но анимация всех этих вот телодвижений у него опять-таки очень долгая. И эта анимация не зависит от его скорости. То есть она идет там, предположим, 4 секунды, там 5. Это тут создание лука, вот эти вот картомахательства, оно так и будет продолжаться. То есть неважно, там разгоните вы его в скорость атаки там 500, например. Ультанете, у него интервал там должен быть примерно, возьмем условно там 0,8 секунд, 0,6, а он только 5 секунд будет махать луком, поэтому это вот огромный минус. Но и также хочу напомнить, что вы всегда можете оформить по ссылочке в описании дебетовую карту Тинькофф All Games, где у вас будет кэшбэк до 30% на некоторые моменты, бонус за любые покупки, ваш никнейм на карте и обслуживание 0 рублей. Ну а если вы ее оформите до 10 декабря, то вы имеете все шансы получить 30 тысяч бонусов, которые вы можете потратить на покупку совершенно чего угодно. Ну и по пробудам тоже. На первой пробуде у него есть вероятность вытянуть карту шут, которая наносит 500% урона 3 раза. Также за медло накидывает и поджог. В принципе, очень хорошее усиление. На третьей пробуде атаки с эффектом поджог, которые у него могут выстреливать, увеличивают длительность ульты на 1 секунду. То есть, вроде как интересно. Ну и пятая пробуда, как говорят ребята, очень его нерфит, потому что вытягивание карт возвращает 1 уровень эффекта карт судьбы. То есть это тот самый момент, когда он начинает выбирать карты. За счет этого у него очень сильно проседает ДПС, и он начинает наносить урона меньше, потому что он вытягивает карты. Это прям бесит. И если разработчики нам сделают либо анимацию, зависящую от скорости атаки Хекса. То есть, если он там бьет, предположим, с интервалом в секунду, то и анимация должна быть с интервалом в секунду. Там, пускай 1,5, но явно же не 4, 5, 10 секунд, как они там начинают шурудить, то это будет топово. Если так все и останется, то это будет просто один из хороших персов фракции Адского Взрыва, который наносит просто огромный урон на клан-боссе. Ну и давайте зайдем на 4 КБ, он у меня вроде как более-менее настроен на авто. Как настроен, 20-ку пробиваю, слава богу, не упарываюсь пока что в полтос крови, потому что надо переодевать почти всех персов, а шмот с 3-го рейда, в частности магия души, не падает от слова совсем. А то, что падает, то не точится. В принципе, это как и у всех. Если мы посмотрим на Джокера, то пока все стреляют, он начинает тасовать карты, он периодически не успевает быстро включиться в ульту с пиросом из-за своих вот этих вот натягиваний луков и выборов карт. Поэтому грустно. Если мы сравним скорость атаки и эффективность атаки того же Хекса и того же Салазара, который просто стоит, трясется, да, у нас x3 скорость, но Салазар просто дергается, а Хекс прям вот он карты туда-сюда, он прям вот луки эти туда и сюда. В любом случае,
Это один из немногих лучников с маг уроном, с хорошим маг уроном, то есть у него стычки под картами, там под ультой вылетает там 400-500 тысяч урония. Это очень даже неплохо. Ну и вот, пожалуйста, итоги боя. Зелитка, конечно же, топ-1, потому что у нее есть лидер. Хекс 43 миллиона урона. То есть, ну, в принципе, плюс-минус норм в ровном шмоте. В относительно неплохом, конечно, но явно не топовый. По поводу шмота, что можно одеть на Хекса? Конечно же, это может быть магия души, потому что она будет увеличивать урон после каждой ульты на 10% до 5 раз. Скорость ему особо сильно гнать не нужно, потому что он потом во время ульты увеличивает свой интервал атаки сам по себе в половину, плюс накидывает себе еще сотку скорости. Поэтому там разгонять его до 500, там, ну, смысла нет осталого совсем. Как бы вот, там, плюс 150, плюс 200, ему самое то. Это все в допах выскочило, я не виноват. Было бы меньше, я бы играл с меньшим, потому что скорость для него не настолько важный момент. Как я уже говорил, он накидывает себе сотку скорости еще и в ульте. Если вдруг у вас нету магии души, и вы не знаете, что на него одеть, то не одевайте на него ночной ужас, потому что ночной ужас действует в течение 3 секунд, а его телодвижения периодически мало того, что отнимают больше, чем 3 секунды, так еще у него лидер фракции, в который он включается, и действие прицельного выстрела идет больше, чем 3 секунды, на которые рассчитан ночной ужас. Можете на него напялить тот же раскол, и он неплохо себя в нем должен будет показывать, потому что он увеличивает крит урон просто, и все, а хпшка у него периодически всегда полная. Он же лучник, он стоит там где-то пил-пил делает, и все хорошо. Также для него может подойти неплохо тот же рок, потому что он будет увеличивать урон по одной цели на 18%, а с его вылетающими периодически цифрами урона это очень даже красивые цифры. Но собрать рок, собрать тот же зоркий глаз, по-моему, стало в разы сложнее, чем это было раньше. Ну и в любом случае, я думаю, что большинство уже совершенно спокойно дотопало до того момента, когда все начинают фармить на авто как минимум 3.19. Ну а кто не может фармить 3.19, пожалуйста, переходите в группу, пишите мне, и мы вам будем помогать. По поводу комплекта шмота, что на него можно одеть. Конечно же, это может быть как и дикая мощь, так и бедствие, так и вихрь. Но вихрь для него не особо рентабелен, как я уже говорил, за своей скорости. Бедствие нам накидывает 25% к атаке, но у него базовая атака 4000, поэтому это будет 1000 к уронию, и это не настолько рентабельно, как те же самые 35% крит урона, а атаку можно набрать просто в допах у самих шмоток. По поводу артефактов. Конечно же, на нем неплохо будет играть гонец загробного мира. Также можно попробовать напялить на него печать уз крови. Но если мы будем одевать на него печать этих самых уз и дикую мощь, тогда здесь уже можно спокойно одевать 30 на атаку и забивать на крит урон, потому что у нас он будет в артефакте и в сете здесь. Ну и в топах, конечно же. На этом все. С вами был Сварок. Всем благосполучного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!